Всем привет из замечательного дня! У нас опять в эфире образовательная рубрика. И сегодня мы с вами поговорим об особенностях содержания незрячих животных. К сожалению, даже опытные кошководы-любители побаиваются брать в свою стаю незрячих животных. А зря. Люди в большинстве случаев переносят свои страхи на животные. Им кажется, что если они потеряют зрение и станут абсолютно беспомощными, то же самое произойдет и с животным. Они начинают его жалеть, бояться каких-то проблем, которые с этим могут быть связаны. Но на самом деле это ошибка. Про других животных мы сейчас не будем говорить, мы говорим сейчас именно про кошек. У кошек полно ресурсов для того, чтобы компенсировать отсутствие зрения, чем они прекрасно пользуются. Как пример можно рассмотреть кошек во время охоты. Для зрячего животного необходимо время для того, чтобы определить расстояние между самим животным и объектом, на который он охотится, подготовиться к прыжку и прыгнуть, соответственно. А незрячая кошка ориентируется на слух и максимально быстро реагирует на движение объекта, на который она охотится. Поэтому эффективность слепой кошки, как ни странно, намного выше, нежели чем животное, которое имеет зрение. Так хорошо ориентироваться в пространстве кошкам помогает хороший слух, особенно у слепых животных он усиливается, вибрисы, то есть усики наши, да, и еще и нюх. Вполне за счет нюха кошка может определить расстояние до объекта, на котором он находится. И несмотря на свою слепоту, эти животные остаются очень любопытными и даже, можно сказать, отважными. Суются в разные дырки, в которые им бы лучше не соваться. Вот так вот. А это наш патиссончик. Он слепой с рождения из-за вируса. Глазки, к сожалению, так и не открылись. Он приспособился жить без зрения. Как вы видите, отлично забирается по ручкам на любые поверхности. Сейчас, в данный момент, он как раз-таки крадется к еде Мурочки, которая осталась. Сейчас трескает чужой паёк. Точно так же он забирается по ручкам и на комод. Прекрасно с них спрыгивает. Жизнь у него качественная, ничем не ограниченная, несмотря на отсутствие зрения. Единственной проблемой в содержании такого животного может стать переезд из одного помещения в другое, то есть из комнаты, квартиры в новую. В этой ситуации для кошки всегда будет необходим период адаптации, в принципе, как и для любой кошки, но для этой особенно, потому что ей нужно изучить расположение всех предметов в квартире, нужно хорошо определять расстояние, высоту этих предметов для того, чтобы спрыгивать. И в дальнейшем достаточно быстро животное привыкает к новым обстоятельствам и снова живет как обыкновенное зрячее животное, да? Но самым большим плюсом в этой ситуации является то, что незрячие животные намного ласковее, просто патологически ласковые, постоянно требуют контакта, постоянно целуются, да, челуются, прибегают в кроватку, все время следуют за хозяином, если он перемещается по квартире. В общем, участвуют в жизни своего хозяина, да? Если у вас в доме уже есть животные, то, в принципе, вам не придется ничему обучать вашего котенка. Этим займутся ваши пушистики. Если же в доме у вас все-таки нет животных, тогда нужно будет немножечко помочь малышу адаптироваться. Соответственно, если оно сидит на кровати, на подоконнике, на комоде, где угодно, на любой возвышенности, вы постукиваете аккуратненько по полу, либо пальцем, либо тапком, чтобы животное на слух могло определить расстояние, на которое ему нужно спрыгнуть вниз. Все, что касается лоточка, мисочек с едой, с водой, все гораздо проще. Практически так же, как и с любым зрячим животным, вы пару раз показываете ему их местонахождение, создаете ему гнездышко. Прекрасно такие животные пользуются когтеточками, спят с
В постели в большинстве случаев, конечно, гнезда не используются, а максимально используется хозяин, потому что животные очень тактильные и требуют именно поглаживаний, почесываний. Ну что, знакомьтесь, это Лепс. Ему 3 с небольшим года. Он слепой с 2 месяцев. Я нашла его в подвале. У него уже были полностью сгнившие глаза. Котик очень нежный, очень трепетный. Лепси. Он как мышоночек разговаривает. Прекрасно ладит с другими котиками. Ориентируется в пространстве. Главное только мебель не передвигать. Он ходит по квартире хвостиком. Может запрыгнуть на кровать, слезть с кровати. Прекрасно пользуется когтеточкой. Умеет спускаться с когтеточки, слезает задом, как обезьянка. Да, попочкой слезает. Ладит и с хоречком, и с другими котиками. А еще у нас Лепс донор. Он отважно, спокойно приезжает, спасает жизни таких же котиков, как и он, бездомных. Он очень ласковый, очень человекоориентированный, очень человекозависимый. Качество жизни незрячих животных в домашних условиях ничем не отличается от обыкновенных зрячих. Единственное ограничение – это, конечно, улица. Ни в коем случае нельзя их вывозить на дачу, поскольку они не могут определить, с какой стороны может к ним прийти опасность. То есть они более незащищенные в открытых условиях. Но в домашних все прекрасно, все отлично, они следуют за хозяином, они играют с другими животными, используют игрушки, используют мышек, мячики и все что угодно, занавески, покрывало, все как у нормальных обыкновенных кошек. Прекрасно играет. Что зрячие, что незрячие. Ну и как резюме нашей программы, не бойтесь брать незрячее животное. Буквально в первые же часы принесенный домой пушистик развеет все ваши страхи, все ваши опасения, не принесет никакого дискомфорта, в ответ вы получите море положительных эмоций. Такие животные очень контактные и быстро находят общий язык с другими. Ёкочка, Ёка! Ах, вы бандиты маленькие. А при необходимости отважно защищаются и отстаивают свои права. Мы очень надеемся, что наше видео вам было полезным. Пишите о своем опыте, задавайте вопросы, мы постараемся на них ответить. Смотрите наши развлекательные видео на канале и, конечно же, возвращайтесь в образовательную рубрику. Всем доброго дня вам и вашим пушистикам! Те, кто еще не подписаны, мы будем рады видеть вас в наших рядах. Будьте щедры на лайки, пишите свои комментарии, а также будем очень признательны, если вы будете делиться понравившимся вам видео своими друзьями. Будьте счастливы и ждем вас снова на нашем канале.